Всем привет! Сегодня будет видео про женскую успешность. Будем разбираться, почему по-настоящему успешные женщины успешны во всем, во всех сферах жизни, а почему кто-то застревает в одной какой-то роли и никак не может вырваться за ее пределы. Кто досмотрит это видео до конца, тот узнает, как себя раскрыть, распаковать свой потенциал, свои таланты и способности и стать успешной во всем. Вы же тоже заметили, что успешные женщины, они реально успешны во всем. У них и муж сокровище, и дети умнички, и отношения с родителями замечательные, и бизнесов много, и все они прибыльные. И у этих женщин и внешность восхитительная, и тело прекрасное, и душа красивая. И как-то эти женщины успевают и книги писать, и благотворительностью заниматься, и спорт в их жизни есть, и на конференциях участвуют, и соцсети они активно ведут. Как они все это делают? У меня есть ответ, и сейчас я вам все расскажу. Дело в том, что когда рождается девочка, изначально в ней заложены как минимум 7 архетипов, 7 моделей поведения. И женщины, которые становятся успешными во всем, в разных сферах своей жизни, они либо сами, либо им кто-то помог раскрыть, распаковать все эти роли. Так часто получается, что нам еще в детстве наши взрослые люди, которые нас воспитывают, вручают нам какой-то один ярлык, из которого мы живем всю свою оставшуюся жизнь, считая, что это и есть правда. А это не так. Например, на кого-то взрослые посмотрели и сказали: «Ну, ты, конечно, страшненькая, но зато умненькая». Или: «Господи, такая безрукая, но зато добрая». Кому-то достался ярлык: «Ты такая глупая, ну, повезло, что хоть красивая». И этих ярлыков великое множество, каждая из нас несет какой-то свой один, и в этом видео я очень надеюсь, у меня получится показать вам, что вы намного больше, что вы масштабнее. У вас еще столько всего запаковано и не раскрыто, и что каждый из вас может стать такой потрясающей, такой успешной, проявленной в разных сферах, не застрявшей в какой-то одной своей роли, а стать красивым, раскрытым цветком и как бриллиант засиять всеми своими гранями. И сейчас мы с вами пойдем рисовать то, какой вы видите и чувствуете себя сейчас. Поэтому берите бумагу, карандаши и маркеры. И пойдемте вас раскрывать и распаковывать. Для начала давайте я объясню, на какие буду опираться архетипы, и для простоты буду их называть просто женские роли. В психологии разные школы, их представители дают свои разные трактовки, какие бывают архетипы, сколько их. Единственной правильной версии того, какие в нас есть архетипы, как они называются, этой версии не существует, поэтому здесь каждый выбирает то, что откликается ему. Я для себя выбрала 7 архетипов, которые описаны в книге Джин Болен. Книга называется «Богини в каждой женщине». Звучит очень эзотерично, но почему я выбрала именно эту систему с этими архетипами и эту книгу? Потому что написала ее не какая-то отлетевшая эзотеричка, а врач, женщина-психиатр, которая работает с реально психически больными людьми. У Джин очень большой опыт работы с женщинами, с их проблемами, и она часто ссылается на того же Юнга и его архетипы. И в своей книге она настолько подробно описала характеристики каждого из архетипов, каждой из ролей, причем как они проявляются в разные периоды жизни, в отношениях с противоположным полом и с другими женщинами, с родственниками, какие основные стратегии по жизни. В общем, все это с примерами. Если хотите, я рекомендую прочитать. Книжка местами сложновато написана, но просто чтобы лучше себя понять и 100% гарантированно определить, какой архетип ваш, книжка очень даже подойдет, хотя бы просто из-за примеров, которые в ней описаны. У меня еще со школы проблемы с древней греческой мифологией. Всех этих богов я так и не смогла запомнить, поэтому я их назвала так, как мне захотелось. Поэтому на моих слайдах вы увидите название и как это в мифологии звучит, и мою вольную интерпретацию, лично для меня более понятную и удобоваримую. Для этой техники нам понадобится какая-то круглая тарелка, которую кладем вот так вот в центр листа и обводим, потому что нам нужен идеально ровный круг для этого рисунка, и мы его позаимствуем у образа какой-то круглой красивой тарелки. Мне даже тарелка не помогла, у меня он чуть-чуть кривоват. Это не страшно, потому что
Мы еще с вами будем тут скруглять, рисовать, и контур этого круга станет потолще. Поэтому если у вас тоже тут чуток как-то кривовасто, не переживайте, мы это все разгладим. И теперь в центре этого круга рисуем еще один такой небольшой, прям совсем круг. Сейчас покажу, какого размера. Я ставлю вот так вот центр, чтобы не промахнуться, точку в центре. И вокруг нее рисую такой вот кружочек. Это я. У вас это вы. Что это за круг? Это ваш центр, ваше ядро. Можно даже сравнить с зерном. То самое зерно, в котором запакованы все роли. В этом ядре у вас при рождении запрограммирована роль и предпринимательницы, и достигаторши, и сексуальные штучки, и хулиганки, и прекрасной матери, и офигенной жены, и профессора ученого. В общем, все возможные архетипы, все женские роли у вас заложены уже при рождении, и они никуда не делись. Они до сих пор с вами. Каждая из нас приходит со своей программой в этот мир. И уже с какой-то одной самой ярко проявленной ролью, которая останется ведущей до конца жизни. Это нормально, так оно и должно быть. И в принципе, если вас ваша ведущая роль устраивает, и никаких претензий к вашей жизни и к проявленности и успеху в других сферах нет, то вы можете себя и не трогать. Ничего и не рисовать, а жить счастливо, спокойно и наслаждаться своей той главной ролью. Рисунок, который сейчас с вами будем дальше рисовать, он подходит тем девчонкам, неважно какого вы возраста, я все равно вас всех называю девчонками. Так вот, тем девчонкам, кто чувствует, что есть потенциал, есть возможности, есть еще что-то нераскрытое, что периодически дает о себе знать, но непонятно, как это раскрыть, как этим пользоваться и как это вообще проявить. Если вы чувствуете, что есть потенциал, я могу больше, но не знаю пока как, глядя на других успешных женщин, вы понимаете, что я не хуже, чем они, почему у них получилось, а у меня нет, вот тогда этот рисунок для вас. Продолжу немножко теории. Получается, одна роль у нас ведущая из этого ядра. Здесь их минимум 7. По той системе архетипов, которую я взяла за основу, надеюсь, вам она тоже откликнется и понравится, 7 архетипов. Один из них у вас ярко проявлен еще с детства. И этот рисунок сегодня, он как раз сможет вам помочь выявить и подсветить себе то, что вы в себе не замечаете. Те роли, которые вас уже как-то так или иначе, они пытались раскрываться. И они иногда дают о себе знать, но вы их не замечаете, потому что фокус внимания. Помните мое видео про то, как наше сознание просто отсекает и не фокусирует наше внимание на том, что реально в нашей жизни есть, но мы это просто пропускаем. Приведу пример. Наверняка у каждой из нас есть знакомая или подруга, вот просто красавица. Девчонка, которой и тело такое точёное, красивое, и черты лица идеальные. Но она себя считает дурнушкой. Причем, когда ей говорят комплименты или как-то указывают на то, что она реально красавица, она всегда отнекивается. Так, ой, да нет, да что вы. Потому что она на самом деле считает себя, так себе. Ее фокус сознания, который как раз подсвечивает то, что сейчас важно, наши установки, убеждения, мнения о себе и о мире, вот ее фокус сознания как раз ей всегда подсвечивает то, что она, так себе, дурнушечка. И сколько бы ей ни говорили, что она красотка, сколько бы ей комплиментов не сыпали, сколько бы мужчин не падали перед ее ногами, просто обожествляя ее красоту, она этого не замечает, потому что фокус внимания только на тех моментах, где она не очень. Вот так практически и каждая из нас живет со своим фокусом и подсвечивает только то, что она считает про себя правдой. А мы, девчонки, намного больше того, что мы о себе думаем. Мы столько в себе не замечаем. Столько в нас талантов, способностей, задатков, которые они как зернышко, так и лежат в нас. А наша задача с вами себе сейчас во время этого рисунка подсветить, что мы упускаем, а что в нас уже есть и хоть чуть-чуть распаковано. И эти зернышки напитать. Знаете, как будто водичкой их полить, чтобы они начали набухать, и эти росточки начали проявляться. И чтобы мы стали больше замечать в себе того, что у нас уже есть, и что можно распаковывать, раскрывать в себе дальше, для того, чтобы стать-то как раз успешной во всех сферах. И продолжаем рисовать. Проводим одну такую вертикальную линию. Нам сейчас нужно этот круг разделить на 7 секторов. Я вам покажу, как это делаю я, потому что я периодически делаю для себя срез, анализ, свод того, что же происходит. Какие я, допустим, за последние 2-3 месяца из своих ролей еще больше распаковала, какие нет. Я периодически реально рисую этот круг. И, в общем, техника такая. Нарисовали эту линию и рисуем небольшой сектор в нижней части.
Ну, как небольшой. Ну, примерно вот такой пусть будет. И теперь нам осталось вот эти два сектора, которые вправо-влево, разделить каждый на 3 части. Желательно, чтобы они были ровные. Если получится неровные, опять же, девчонки, не страшно. Это вот просто схема колеса баланса ваших женских ролей. Если какой-то из секторов больше или меньше других, вообще наплевать. У нас тут, знаете, не математика. Мы с вами не интеграл высчитываем, поэтому как получится. Примерно на 3 это как будет? Ну, как-то вот так, да? Помним, что с собой помягче, понежнее. Получилось неровно. Ну, вот видите, ну неровно. Ну, бывает. Ну, что ж теперь? Кстати, почему рисуем именно колесо? Смотрите. Простой закон жизни. Чем колесо ровнее, тем оно легче, быстрее и веселее катится. Вот, допустим, ровное колесо. Вот, допустим, неровное колесо. На таком колесе ехать поприятнее. На вот этом, ну так, проблематичное. Если колесо какое-то вот такое, вообще очень сложно куда-то на нем доехать. И мы с вами, когда рисуем колесо баланса, неважно чего, неважно, что анализируем, чем колесо ровнее, тем комфортнее, веселее, азартнее, прикольнее нам двигаться по жизни, ехать на таком колесе. С нашими архетипами такая же ситуация. Чем ваши архетипы равномерно проявлены в вашей жизни, не обязательно они должны быть прям все на максималке, а даже вот такое колесо, там, да, скажем, на 3, да, оно намного лучше, чем вот такое колесо, где у вас, например, вот этот сектор, какая-то роль проявлена практически на 10, да, а остальные вот, ну, вообще хромают. И вот эти вот хромающие роли, непроявленные, они как раз и будут делать ваше колесо кривым. То, что это проявлено, это прекрасно. Но для гармоничной, кайфовой жизни нужно, чтобы был баланс, равновесие. И в идеале все наши роли, чтобы были плюс-минус проявлены одинаково. Это недостижимый идеал, но все-таки почему бы к нему нам и не стремиться. Все архетипы у нас делятся на 3 типа. Первый – это женщины, богини, девственницы. Девственницы они потому, что не тронутые мужчинами, они независимы от мужчин, независимы от отношений. Это не говорит о том, что они не строят отношения с мужчинами. Здесь мужчина нужен именно как друг, соратник, такой равноправный партнер, от которого женщина не зависит. Она, в принципе, может жить и без него. Но с ним просто как бы кайфовее, а так, по сути, не нуждается в том, чтобы мужчины за нее что-то делали, решали ее проблемы. Она и сама совсем может справиться 100%. Вторая группа у нас будут – это зависимые женщины, такие уязвимые, зависимые от мужчин, которым присуща роль жертвы и рассеянное сознание. И третья группа, это даже не группа, в этой группе у нас только одна богиня будет, Афродита, такая секси-женщина. Женщина, которая любовница, яркая, проявленная, она вообще стоит в стороне от этих 2 групп, потому что она вроде как и независима от мужчин, ну и любит мужчин. Ну, такая, знаете, и вашим, и нашим, и так может. Мы с вами начнем с первой группы, это независимые. Женщины, как их называет Джейн Болен в своей книге, девственницы. То есть женщины, которые могут спокойно жить без мужчины. Продолжаем наш рисунок и берем на анализ самую первую роль. Это смелая охотница и достигатор, как я ее назвала. В книге это богиня Артемида, богиня охоты и луны. И сейчас ваша задача посмотреть, ознакомиться с качествами этой роли и для себя определить, насколько она в вас проявлена. Я буду просто ставить точку, потому что мы с вами потом все это попытаемся превратить в нейрорисунок, чтобы было красивенько. И даже подпишу. Здесь, допустим, вот она, охотница и достигатор. Это у нас стрелок, сосредоточенный на цели, такой вот лидер женского движения. И женщина, которая очень хорошо сливается с природой, она прям на одной волне с природой, любит проводить время на природе. Что ее еще характеризует? Любовь к работе. И очень она любит перемены, любит все новое, смело в них идет. Есть у нее такая безжалостность, презрение к слабости.
независимость женского духа, сосредоточенность и упорное стремление к цели, поэтому она и достигатор. Недоступность в общении и такая отстраненность, равнодушие к другим людям, потому что есть сосредоточенность на своей цели. Поэтому у нее есть возможность самостоятельно и без посторонней помощи достичь любого нужного результата. И, как я уже сказала, это единение с природой, она пробуждается и восстанавливается именно на природе. Теперь давайте каждый из нас определит, сколько в ней такой вот именно женщины-достигатора, целеустремленной, которая идет к своим целям, несмотря ни на что. Точку поставлю, сколько во мне такой охотницы. Во мне, честно говоря, такой охотницы прям дофига. Я вообще терминатор, когда дело доходит до достижения целей. И я вам хочу напомнить, что все роли в нас есть. Они все прекрасны. Нет какой-то хорошей роли или плохой. Для нашей проявленности и успешной жизни нам нужны все эти роли. Все они хороши. Все они классные. Если вы чувствуете, что у вас этой роли вообще нет, вы вообще не достигатор, я вас уверяю, что это не так. Пример из практики. Клиентка. Ой, я вообще не достигатор. Вы знаете, я вот вообще... У меня вот муж достигатор, а я такая вот за ним. Я вообще ни к чему не стремлюсь, целей у меня никаких нет, мне это все не нужно. Если даже нужно что-то сделать, я вот когда сталкиваюсь там с первыми проблемами, я сразу лапки складываю и все, меня отбивает всю охоту, никуда я дальше не иду. Не нужно мне все это. Сама я ничего в жизни не достигаю. Я в таких случаях, конечно, не верю, потому что, девчонки, реально, у нас в каждой есть охотница-достигатор. Это вот та роль, которая отвечает за построение бизнеса, за масштаб, за вот это вот все, получить свое, смело достичь, смело взять то, что принадлежит вам. В нас каждого это есть, потому что, вспомните, как вы научились ходить. Если вы не достигаторы своих целей не преследуете, расскажите мне, как же вы все-таки научились ходить. Когда-то каждая из вас была маленькой девочкой, начинала ходить, падала, возможно, как-то ранилась, но тем не менее вас это вообще ни разу не остановило. Вы продолжали стремиться к своей цели, и сейчас каждая из вас ходит. Пойдем дальше. Школа. Наверняка, пусть даже 9 классов, но все-таки вы закончили. Не хотелось. Многие предметы вообще тяжело давались. Но тем не менее, закончили же школу? Закончили. Кто-то даже дальше пошел. Институт закончил. И не один. Сделали ведь. Достигли? Достигли. Потом работу нашли. Даже если не нашли, мужчину нашли. Поэтому пусть вас и на каком-то таком маленьком уровне, но достигатор, охотница у вас есть, девчонки. Поэтому ставьте точку, вот точно не на нуле. Не обманывайте себя, меня точно вы не обманете. Давайте где-то вот от центра вас, где-то вот, да, мы начинаем вот от этого круга. Идем дальше. Следующий архетип у нас будет женщина-интеллектуал и мастерица. Это у нас богиня Афина, богиня мудрости и ремесел. Да тоже все еще разбираем девственниц. Богини-девственницы, те, которые независимы от отношений, особенно от мужчин, такие самодостаточные. Вот у нас интеллектуал и мастерица, она тоже здесь с ними. Основные ее такие отличительные качества – это стратег, женщина, которая все умеет планировать, списки, простроенные планы, пункты, вот это вот сделано, не сделано, вот это вот все про нее. Мастерица, шить, вязать, вышивать, огород сажать, в общем, все сюда. Дочь своего отца. Это такая прям папина дочь. Что еще у нее? Конечно, мудрость, проницательность, воля и способности к дипломатии, практицизм, неуязвимость, цельность, следование только своим приоритетам. Золотая середина ей свойственна. Это такая естественная склонность к умеренности. Сильный интеллект, практический склад ума и неподвластность эмоциям. Такой кремень. Определяете, сколько вас Афины, такой интеллектуалки и мастерицы. Еще у нас есть третья роль, тоже из этих богинь девственность, то есть женщин, которые независимы от мужчин. Сама все могу. Это у нас, я ее назвала интроверт и духовность. Богиня — это у нас Гестия, богиня домашнего очага и храма. Это такая мудрая женщина, незамужняя тетушка, сознание, сосредоточенное внутри себя и хранительница домашнего очага. Как себя распознать? Это такая вот духовная просветленность и осмысленность. Все духовные практики — это все про это. Есть такая некая отрешенность и обособленность от мира. Девушка, которая любит находиться наедине с собой, познавать себя, идти вглубь себя, ей интересно с собой. Ощущает себя целостной, будучи такой, какая она есть. Ей присуща внутренняя свобода от житейских желаний этих
проблем. И, конечно же, это про самость, про свою вот эту сильную безмолвную суть, внутренняя точка опоры, которая позволяет ей держаться на своих позициях среди внешнего хаоса. И отмечайте на колесе, сколько вас именно такой вот девушки, которая вся в себе, но тем не менее еще и за уют, за красоту своего жилища, за домашний очаг. Идем дальше, и следующие 3 у нас будут уязвимые девчонки, которым очень нужен мужчина. Напоминаю, что в каждой из нас все эти роли есть, и все они важны для гармоничной, счастливой, успешной жизни. Первая у нас будет это роль королевы и жены. Это Гера, богиня брака, хранительница долга и жена. То есть основная роль которой женщины — быть женой, быть при мужчине, быть рядом со своим королем. Женщины, для которых важна эта роль и чувствуют свою целостность через союз с мужчиной. В книге он называется «Священный союз», это духовный союз и таинство. Женщины, которой не просто нужен партнер, а нужен именно официальный брак, нужна свадьба как ритуал, нужен мужчина как опора в жизни и сам статус замужней женщины. Как понять, что у вас эта роль развита? Есть такое чувство пустоты в жизни без партнера, образ сияющей невесты, направленный к своему жениху, способность создавать связь, быть преданной, верной, терпеть и поддерживать партнера в трудный для него период. Давайте каждая ставит, насколько она в этой роли реализовалась. Дальше идем. Следующая роль — это у нас воспитательница и мать. Богиня Диметра, богиня плодородия и земледелия. Это вот женщина, для которой важна роль матери. Причем, смотрите, девчонки, здесь ее можно отнести не только к рождению детей, хотя это, конечно, важно, но вообще, как вы чувствуете себя в роли матери по отношению к животным, к другим детям. То есть эта роль распространяется не только на своих детей, а вообще на всех живущих на планете. Так, основные критерии — это у нас щедрая мать, воспитатель и подательница пищи. Это вот женщины, которым нужно всех кормить, нужно о всех заботиться. Страстно желают быть матерью и чувствуют свое удовлетворение в качестве кормилицы семьи. И это, конечно, воспитание и забота о других. Следующая роль — это у нас женщина-ребенок. Как богиня — это Персефона, богиня-девушка и повелительница подземного царства. Это такая вот беспечная, вечная девочка. Мамина дочка 100%, символ весны, очень восприимчивая для изменений, умеет оставаться юной всю жизнь, такая вот солнце и радость. Способность быть открытой и гибкой, у нее очень сильная интуиция, эмпатия, лучезарность, доверие миру, восхищение миром, ну и умение радоваться даже мелочам каким-то жизни. Давайте отметим, у кого сколько такой вот женщины, ребенка, солнечной девочки. Прям красивая роль, мне она нравится. И 7-я роль — это у нас секси. Афродита, богиня любви и красоты, творческая женщина и любовница. Это женщина в состоянии любовницы и в постоянном состоянии влюбленности. Конечно, ей присуща чувственность, сексуальность. И еще это очень творческая личность, которая любит общение. Ей присуща красота, уверенность, самодостаточность. Причем, знаете, здесь красота не внешняя, а это больше вот... Есть такие женщины, которые, если присмотреться, ну ничего особенного. Но она себя так показывает, так проявляет, что невозможно не влюбиться. Настолько она вот красивая, вкусная. Даже если внешне черты, ну, не совсем и красивые, но образ смотрится вот именно как красотка. Эти женщины умеют себя так преподнести, так образ составить, что вот смотришь на нее и любуешься. Хотя вот если на детальки разобрать, ну там ничего особенного не всегда, но зачастую ничего особенного и нет. Но, блин, вот они так это умеют показать, умнички. И у нас здесь наслаждение любовью. Они прям вот умеют наслаждаться и жизнью, и любовью, и сексом. Вот здесь все про это. И отношениями. И, конечно, умеют притягивать и очаровывать людей. И мужчин, и женщин. Причем они и сами любят очаровываться, влюбляться, мимолетные связи, вот это, знаете, вся романтичность, накал страстей. Так и им нравится, и чтобы в них влюблялись. Такой вот особый вид сознания, когда они сконцентрированы и на объекте своего внимания, и любят привлекать внимание к себе. Давайте отметим, у кого сколько секси Афродиты. Что хочу отметить. Мы с вами сейчас посмотрели на позитивное проявление каждой из ролей. Но по чесноку в каждой роли есть
Тень. В каждой роли есть своя теневая сторона. Если не сталкивались с таким понятием, сейчас кратенько расскажу. Личная тень в каждой роли — это то, чем каждый из нас не хочет быть. Это вот сумма всех непринятых качеств, которые мы скрываем даже сами от себя. В этом признаваться вообще не хочется. Хочется быть красивой, пушистой, замечательной, хорошей девочкой, идеальной со всех сторон, только положительной. А вот это вот говнецо, простите, которое есть в каждой из нас, замечать не хочется. Хочется быть вот только на светлой стороне жизни. В чем проблема? В том, что, как говорил великий Карл Юнг, нет света без тени. В каждом из нас есть тень. И чем меньше мы ее проявляем, чем меньше ее осознаем, тем она прям чернее и плотнее. И чем больше каждый из нас вот эту вот свою теневую часть, все эти негативные качества и проявления пытается куда-то там ужать, зажать и спрятать, все эти качества, они как пружина постоянно пытаются вырваться. Причем в самый неподходящий момент. Например, бывает, что возьмете и ляпнете что-то не в попад. Или, например, какое-нибудь едкое замечание начальнику. Не раз прилетало, решили, что все, больше не буду держать язык за зубами. И вот вы сидите на каком-нибудь совещании, держите язык за зубами, и тут, как будто, знаете, черт попутал, взяли и ляпнули. И даже не понимаете, как это случилось. Ну, вроде же себя держали, контролировали, а тут на тебе, я само вырвалась. Это вот как раз тот случай, когда как бы вы свою тень не удерживали, она вот в самые неподходящие моменты и делает то, что ей хочется. Поэтому свои тени нужно принимать, девчонки. Как бы это было неприятно, но без принятия своей теневой части не получится никакого счастья и вот этой внутренней психической целостности. Мир дуален, день-ночь, инь-янь. Так и в нас есть свет и тьма. И пока мы не заглянем в эту тьму, пока мы ее не признаем, не рассмотрим, ничего хорошего не получится. Жизнь будет такая лицемерная. Это когда вы чувствуете одно, думаете другое, а делаете, говорите вообще третье. Такая вот неконгруентность, неконсистентность — это вот ваш внутренний дисбаланс, который отражается на всех сферах жизни. А когда мы принимаем свою тень, становимся целостной, выравниваем свой внутренний баланс, это как раз вот приводит к здоровой самости и единству работы нашего и сознательного, и подсознательного. А это, кстати, у Юнга есть целая книга про синхронистичность. И он там как раз рассказывает сложным языком, но прям доказывает примерами, как, когда вы становитесь гармоничной личностью, как все вокруг вас начинает выстраиваться таким образом, что вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. И это все происходит только когда вы примете и свой свет, и свою тьму. Причем, когда честно посмотрите на все то негативное, что у вас есть, сам процесс нахождения этой истины и честность, как опять же говорил Юнг, всегда приносит облегчение и убирает внутренний конфликт. Внутренний конфликт — это куча напряжения, это куча энергии на подавление всего этого. Как только признали, все. Это как, знаете, личинка. У меня есть моя личная метафора. Вот все вот эти теневые качества, все эти страхи, весь этот негатив, который все подавляем, это как личинки. Вот они там хранятся, как замороженные. Стоит на них обратить внимание, прогреть их своим внутренним светом, вот как в прожектор подсветить, они начинают потихоньку, эта личинка чик-чик-чик, развивается, превращается в бабочку и все, упорхнула. Оставила вас в покое и больше вами не управляет. Потому что тень, которую вы не признали, она становится враждебной. Когда вы ее игнорируете, не принимаете, подавляете, она начинает действовать против вас. Ну, вот как я рассказала, да, ситуация на совещании, когда вроде пытались держать язык за зубами, она хоп и вырвалась. Потом вы не понимаете, как это вообще произошло, я же вроде старалась. А вот эти теневые подавленные качества, они начинают управлять нами и так, как мы вообще не планировали. Поэтому чем раньше мы начинаем принимать весь свой негатив, тем быстрее становимся и счастливыми, и успешными. Еще и оказываемся всегда в нужный момент, в нужное время. По каждому из наших ролей, какие бывают проявления тени и как именно их нужно прорабатывать, мы этим займемся на марафоне. Это марафон многогранный, ссылку оставлю внизу. Как с этим работать самостоятельно, сейчас скажу. На марафоне многогранность, девчонки, я вам сделаю презентажку, в которой по каждой роли напишу, какие теневые проявления у каждого из архетипа. Какие там свои минусы есть, да, когда роль развита через край, у нее там есть свои побочки,
все это вам опишу, все это разберем и дам рекомендации, как с этим бороться. Причем мы с вами каждую роль будем прорисовывать, выстраивать новые нейронные связи. То есть уже в процессе рисунка распаковывать свою и роль, еще и принимать, красиво раскрывать свою теневую часть. Так, чтобы эта тень, она нам начала помогать. То есть она проявлялась тогда, когда нам нужно. И в нужной дозе. То есть, например, когда нужно быть чуть-чуть наглой, она хоп, и проявилась, помогло. Или когда нужно дать там отпор кому-то, хоп, вот в нужной порции, открылась, вышла на сцену, отыграла свою роль, там, кого-то нахер послала, если надо, мягко, галантно, интеллигентно, и снова, значит, продолжаете жить в какой-то из выбранной роли. То есть будем с вами наши тени использовать на пользу себе. То есть будем наши тени так принимать. Я вам даже подскажу, как их нужно выгуливать для того, чтобы они потом не гадили там, где не надо. Для тех, кто на марафон не пойдет. Девчонки, вам же тоже нужно с этим что-то делать. Есть видео ОСО, рисуйте ОСО. Все, что триггерит в других людях, это как раз и есть вот эти теневые качества, которые себе принимать не хочется, но подсознание активно намекает, что смотри, тебя это бесит, потому что в тебе это есть, но ты этого не замечаешь. Чем раньше начнете обращать внимание, даже иногда, если это кажется какой-то дичью, типа я вообще не такая, о чем вы говорите. Полагайтесь на свое бессознательное, если задевает, цепляет какой-то негатив в других людях, значит, у вас это тоже есть. Да, это больно признавать, да, это неприятно, да, хочется быть принцессой, которая не пукает, не какает и вообще прекрасная со всех сторон. Но, девчонки, чем раньше проработаете все свои эти пружины внутри теневые, которые сидят и периодически выскакивают, тем вам будет лучше и счастливее, поверьте мне. Поэтому рисуйте ОСО, и каждый раз, когда что-то вас зацепило в другой женщине, тут же рисуйте, прорабатывайте. Кто хочет больших эффектов, более красивой, глубокой проработки и распаковки, конечно, приходите на марафон. Там мы всем этим займемся. Причем я даже планирую периодически раз в месяц, возможно, даже бесплатно для тех девчонок, кто прошел марафон, будем устраивать себе неделю выгула наших ролей. Причем смотрите, как совпало. 7 дней в неделю и 7 архетипов, 7 ролей, как удобно, да? То есть будем с вами брать неделю и заниматься своими этими непроявленными ролями, красиво их выгуливать. Это будет офигенно. Поэтому переходите в телеграм-канал, там будут анонсы, когда мы все это будем проводить. И если вам интересно, давайте раскрывать своих богинь все вместе в нашем красивом женском сообществе. Возвращаемся к рисунку. Теперь по этим точечкам красиво их соединяем и смотрим, насколько же мы, далеки от круга. Вот как-то так. У меня тут что-то вылезло. А должно быть, девчонки, сейчас желтым. Как должно быть? У меня эти на максималках, да? По ним можно понять, в чем бы мне желательно поразвиваться. Я, в принципе, этим и занимаюсь. Сейчас показываю, что сделать вам. Берете те качества, которые на максимуме, определяете по ним круг и смотрите, да, какая из ролей пока не сильно проявлена, и здесь лучше бы поработать. Причем дело в том, что эта картина, которая у вас получилась, это то, как вы видите себя, то, как вы о себе думаете, как вы относитесь к себе и своей проявленности. Это чисто ваша субъективная картина. И в 90% случаев это не совсем правда. Если вы пойдете с этим рисунком к своим близким людям и спросите, как они видят вас в каждой из ролей, они вам скажут немножко другую информацию. И выяснится, что вы уже сейчас больше, ярче, красивее раскрыты в каждой из ролей. Просто вы чего-то не замечаете. Поэтому рекомендую действительно взять этот рисунок, пойти к близким людям и спросить: скажи мне, насколько я достигатор? Или насколько я интеллектуал и мастерица? А насколько я проявлена как мать и кормилица? А жена? И по каждой роли пройтись и послушать, что про вас люди скажут со стороны. Потому что они видят вас по-другому и замечают то, чего нет в вашем фокусе сознания, что вы игнорируете и просто упускаете. Еще раз посмотрите мой видос, там я прям четко показываю, там есть тест, который вам прям очень наглядно покажет, как это все работает.
Моя рекомендация: прежде чем начать выправлять какие-то из своих ролей, прорабатывать их и развивать, желательно понять, какая вы на самом деле. Вот сходить к людям, ну и опять же, девчонки, я не могу не прорекламировать марафон «Многогранность», потому что на нем мы как раз и будем через образы других женщин на метафорических карт считывать себя, анализировать себя. У меня есть список из 16 вопросов, через которые вы узнаете про себя очень много нового. Откроете те свои стороны, те свои грани, о которых не знали или не думали, что они в вас настолько уже проявлены. И засияете, как прекрасный бриллиант. Девчонки, это будет очень красиво. Всем рекомендую, просто вот как женщина, рекомендую прийти и узнать, какая вы на самом деле. И уже после того, как вы поняли, какая вы, нарисовать колесо еще разок, уже с новым пониманием о том, какая вы есть на самом деле и насколько вы проявлены на самом деле в каждой из ролей. Уже после этого приступать к проработке тех ролей, которые еще пока не проявлены для вашей гармонии, для вашего ровного, красивого колеса. Потому что наше колесо — это еще и не просто способ передвижения по жизни и ваше транспортное средство, которое доставляет и к мечтам, и к успеху, и к реализации, и к любой цели. Это еще и солнышко. Сейчас давайте проведем из своего центра нейролинии, растянем их красиво. И добавим линий там, где их недостаточно. Проводите столько линий, сколько вам кажется будет гармонично для этого рисунка. И получается, чем вы круглее, ровнее, гармоничнее, тем вы больше похожи именно вот на солнце, которое не только способно согревать своим теплом, счастьем, удовольствием от жизни всех, кто находится рядом, но вы еще и как магнит притягиваете все желаемое. И благодаря вот этим лучам у вас есть практически физическая способность дотянуться до любого желания, до любой цели, до всего того, что вам хочется. И такая суперспособность любой женщины быть солнцем, которая лучами практически пронизывает все, что попадает в ее поле зрения и что ей действительно хочется и нужно. И так как этот рисунок на ваш успех во всем, на периферии, за пределами Солнца, в виде кругов, внесите на рисунок тот успех, к которому вы стремитесь, которого вам пока еще не хватает и который такой желанный. В каких сферах, в каких областях, в чем вы хотите стать еще успешнее. Я возьму основные сферы, которые обычно прорисовывают по колесу баланса перед планированием каждого месяца. Финансы и доход, профессиональный успех, семья, отношения, здоровье, конечно, надо тоже. У меня это обычно здоровье и красота, они у меня как-то всегда вместе идут. Друзья, окружение. У меня круги почти, не почти, одного размера, могут быть абсолютно разные. Одни побольше, другие поменьше. Как чувствуете, так и рисуете. Так, еще внизу саморазвитие. Куда же без него-то? И для меня еще важно уровень счастья, наслаждения жизнью. Я вообще считаю, знаете, если нет успеха в сфере наслаждения жизнью, то нахрена все вот это вот тогда надо, если главного нет. Вот как-то так. Так, еще вот сюда хочется какой-то круг. Сейчас подумаю, что же это будет. Конечно, это будут путешествия. Забыла дом. Девчонки, я еще обязательно внесу дом, уют. Для меня это как для интроверта духовного, для которого важно, чтобы вот в домике сидеть в уютненьком. Поэтому прям вот сюда и нарисую. И начинаем все скруглять. Кто рисует нейрографику? Как всегда, проводите по всем этапам. Это у нас с вами была композиция. Сейчас нужно все скруглить, потом раскрасить и линии поля. После чего фиксация. Фиксацию делайте на любом из кругов, которые есть на рисунке. Я сделаю на солнце. Я его прям даже нарисую как солнце, чтобы грело и весь мой успех, и все мои роли, и чтобы душу мою радовала и согревала одним только взглядом на эту картину. Кто нейрографику не рисует, девчонки, вы уже можете вот прямо сейчас закончить. Но я, конечно же, настоятельно рекомендую посидеть, поскруглять. Поскруглять все пересечения и в процессе понаслаждаться, повизуализировать, попредставлять в деталях, как
как каждая роль будет у вас распаковываться. Возможно, в процессе скруглений придут какие-то инсайты о том, как эта роль у вас уже проявлена, чего вы, возможно, не заметили, когда оценивали уровень, а именно пока будете находиться в рисунке, придут мысли о том, как на самом деле это в вашей жизни уже есть. Просто что-то пропустили, да, какие-то примеры, какой-то опыт, который был. Поэтому я вам прям советую посидеть, пообводить и побыть. Например, если скругляете на охотнице, повспоминать с самого детства, а когда вы были охотницей, а когда вы достигали всех своих поставленных целей. Ну, даже элементарное. Как, может быть, там у папы выпросили какой-то подарок. Как учились на велосипеде кататься. В общем, все вспоминаете. И вы вспомните намного больше, чем изначально, когда я вам рассказала, увидели описание этих ролей, да, и попытались как-то себя оценить. Там в вас запаковано столько всего, столько красоты, столько этих качеств, которые у вас есть, но за суетой дней просто не обращаете на них внимания, возможно. Поэтому прям вот посидите, посмакуйте, поскругляйте, понаслаждайтесь, побудьте наедине с собой, прислушайтесь к себе и вспомните, какая вы на самом деле, сколько там у вас всего есть. Помните о том, что каждая роль есть в вас по умолчанию. Это базовая настройка. Просто в ком-то они сильнее развиты, в ком-то меньше. Ну и помните о том, что это еще не финальная картина, это только первый срез. То, что вы думаете о себе сейчас, а на самом деле вы намного больше, намного масштабнее, намного ярче, красивее и проявленнее, чем вам самой кажется. Поэтому буду рада всех видеть на марафоне. Приходите, распакуем вас по полной, засияете такими гранями, станете таким бриллиантом. Так будете сиять, что даже сами пока не подозреваете, насколько вы можете быть действительно яркой, красивой и успешной, причем во всех сферах. Если на марафон не придете, девчонки, я вам все равно от души желаю поработать со своими ролями, начать замечать свои теневые части и периодически выгуливать и свои тени, и раскрываться вот в этих ролях, в которых как-то еще пока не сильно проявлены. И обязательно напишите в комментариях, пишите, как вам рисунок, какие инсайты получили, если получили, что узнали нового о себе, о своей жизни, о своих ролях, о своих качествах, о своих способностях. Рисунками можно поделиться в группе Telegram, ссылку оставлю. Конечно же, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие не менее ценные и полезные видео. Я ухожу в ускоренный режим. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока и увидимся в моих следующих видео. You can try to